Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю хлеб в кастрюле на плите, без замеса. Простой домашний хлеб с хрустящей корочкой и пористым мякишем. Тесто не нужно вымешивать, достаточно просто смешать ложкой и дать постоять. Идеальный рецепт, когда хочется настоящего хлеба, без хлопот и без духовки. Обязательно сохраняйте этот рецепт, он замечательный. И, кстати, по этому рецепту можно испечь хлеб и в духовке, если захотите. Для приготовления теста мне понадобится в теплой воде температура примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю сахар, всыпаю дрожжи, хорошо перемешиваю. Оставляю постоять на 5-7 минут. В миску просеиваю муку. Добавляю соль, перемешиваю. Выливаю в муку подошедшие дрожжи. Тесто здесь очень простое, его даже не надо вымешивать руками. Все замешиваем лопаткой. Оно должно получиться такое слегка вязкое. Долго также ничего не вымешиваем, надо просто добиться того, чтобы не было сухой муки. Вот так помесили тесто буквально пару минут лопаткой, и все готово. Посмотрите, какая получилась вязкая консистенция. Подбираю его со стенок миски. Закрываю миску пленкой и отправляю в теплое место на расстойку примерно на 40 минут. И затем сделаем первую обминку. У меня прошло 40 минут. И посмотрите, уже как замечательно подошло тесто. Обминаю его. Делаю это тоже лопаткой. Так мы выпускаем лишний углекислый газ. И тесто не будет пахнуть дрожжами. Хотя здесь у нас вообще мы используем очень мало дрожжей. И видите, какое тесто получается шикарное. Сейчас я его снова закрываю пленкой и оставлю на расстойке еще минут на 30-40. Кстати, когда закрываете миску пленкой, закрывайте не слишком плотно, чтобы был небольшой доступ воздуха. Так тесто быстрее подходит. Оно должно тоже дышать. Посмотрите только, как шикарно подошло тесто второй раз. Заполнила всю миску. Также сразу я подготовила кастрюлю, в которой буду выпекать мой хлеб. У меня диаметр кастрюли 22 сантиметра. Это тяжелая чугунная кастрюля с крышкой. Дно я застелила пергаментной бумагой. Лучше всего использовать для выпечки кастрюлю с хорошим толстым дном. Не обязательно чугунную. Главное, чтобы дно было толстым. Стол я хорошо подпыляю мукой, так как тесто липкое. И буду формовать буханку. Достаю тесто из миски. Посмотрите, какое оно. Живое такое. Буквально вытекает из миски. Я помогаю лопаткой. Теперь руки я слегка окунаю в муку и собираю тесто к центру. С нескольких сторон. Переворачиваю и вот таким образом его округляю. Просто слегка тесто приподнимаю. По своей структуре и плотности это тесто очень похоже на тесто на закваске. Если вы хотите испечь тесто на закваске, обязательно заходите. У меня есть подробные видео. И как вывести закваску, и как испечь хлеб на закваске. И вообще у меня на канале очень большое количество уже рецептов хлеба. Если вам интересно, я оставлю также на них ссылки. И теперь аккуратно тесто переношу в кастрюлю. Выложила тесто, слегка его подпылю мукой и вот таким образом слегка прижимаю, чтобы он хорошо распределился по форме. Мне не надо, чтобы он вырос такой шапочкой, а надо, чтобы он равномерно поднимался и прижимался слегка к бортикам. Можно закрыть кастрюлю крышкой, но я хочу смотреть, как у меня подходит тесто, поэтому закрою пленкой. Также не надо слишком плотно. И оставляю таким образом тесто на расстойке еще примерно на 30 минут. Тесто у меня вот так шикарно подошло. Я очень боюсь, что оно может у меня прилипнуть к крышке, когда будет выпекаться. И сейчас поэтому сверху я его слегка присыпаю мукой. Сверху я выкладываю кусок пергамента, но так, чтобы этот пергамент не лежал прямо на хлебе. И закрываю крышку плотно. Я поставила кастрюлю на плиту и при минимальном нагреве буду готовить хлеб
примерно минут 50-55. Первые 30 минут крышку вообще не открываю. Конечно, в зависимости от того, какую кастрюлю вы используете, из какого материала, может отличаться время выпечки. Поэтому здесь, конечно, важно тоже приспособиться. Пеките при небольшой температуре, и через полчаса можно приоткрыть крышку и посмотреть, что получается. У меня прошло примерно 55 минут. И сейчас аккуратно поднимаем крышку. Очень важно поднять ее аккуратно, придерживая пергаментную бумагу, так как она может прилипнуть к крышке из-за конденсата, который образуется внутри. Посмотрите, у меня хлеб поднялся под самую крышку. И вот конденсат здесь есть. Также довольно много конденсата в крышке. Я все протираю. И сейчас мой хлеб мне надо перевернуть. Я даже не буду снимать пергаментную бумагу. Боюсь, что она просто сейчас здесь прилипла, чтобы не повредить саму верхушку теста. Посмотрите, здесь тесто уже не сырое, оно готово. И я хочу аккуратненько проверить еще по бокам, чтобы тесто не прилипло к бокам кастрюли. Я сейчас снова кастрюлю закрываю крышкой. И хлеб я буду переворачивать при помощи крышки. Если у вас крышка неудобная, вы можете перевернуть при помощи тарелки. Самое главное, аккуратно. Если вы переворачиваете при помощи тарелки, крепко ее держите, чтобы хлеб не вывалился. Опа! И снимаю кастрюлю. Главное, не спеша. Красота! Сейчас я снимаю вот эту пергаментную бумагу. Ух ты! Какой красавчик. Он сверху даже уже так подрумянился слегка. Вы видите, какой он высокий получился? Очень пышный. Хлеб при помощи вот этой пергаментной бумаги я возвращаю обратно в кастрюлю. Закрываю снова сверху крышкой. И на небольшом огне допекаю хлеб еще примерно 15-20 минут. Со второй стороны мой хлеб пекся примерно 20 минут. Достаю его из кастрюли при помощи решетки. Снимаю бумагу. Вот постучите по хлебушку. Если он издает такой глухой звук, значит он хорошо пропекся. Оставляем его остывать. Вы только посмотрите, какой шикарный хлеб получился. А какой он ароматный. Красота! Хлеб просто потрясающий. Посмотрите, какой получается великолепный мякиш. И это при том, что делали хлеб без замеса. Фактически мы тесто не вымешивали. А хлеб получается с вот такими великолепными большими порами. Обязательно его приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!